Ребята, всем привет! Это вторая часть видео с разбором фресок Сикстинской капеллы. Если вы не смотрели первую, то это обязательно нужно исправить. Ссылочка появится вверху. Меня зовут Яна, и вы в Микеланджелесе, моем виртуальном городе искусства. И мы продолжаем разбирать по полочкам Сикстинскую капеллу. Начнем с легендарного потолка. Это уже просто культовые сцены. Я уверена, вы все отдельные части потолка уже где-то видели. Но прежде чем перейдем непосредственно к разбору, немного истории. Вы знали, что Микеланджело не был первым, кто расписывал потолок? Вообще здание Сикстинской капеллы начало разваливаться в начале понтификата папы Юлия II. Проблемы появились из-за раскопок рядом с капеллой для строительства башни Борджия и собора Святого Петра. В 1504 году на потолке появилась огромная трещина. Архитектор Браманте укрепил капеллу, но старая роспись сильно пострадала. Тогда папа решил поручить работу Микеланджело. 8 мая 1508 года художник подписал контракт на создание росписи с 12 апостолами и орнаментами. Микеланджело посчитал, что этот проект слишком слабенький. Ну, вы поняли, не дотягивает до уровня мастера. И тогда папа дал ему свободу. Главное, чтобы было красиво. Всю работу он закончил к октябрю 1512. 1 ноября папа уже отслужил мессу в обновленной капелле. 4 года ушло на создание того, что сегодня называют одним из чудес света в мире искусства. Давайте рассмотрим его во всех деталях. Вы видите вот эти боковые треугольнички, 4 с одной стороны, 4 с другой. Они называются спандрелы. Критики до сих пор не могут точно определить, кто все эти люди, которые изображены на фресках. Ну, как и с предыдущими фресками, в принципе. Верхний ряд рассматриваем справа налево. Спандрел Лунетты и Есей Давид Соломон. В центре спандрела сидит загадочная женщина, которая смотрит вперед и кажется очень спокойной. Под одеждой видно мужское телосложение, как у фигур Микеланджело. Очень опрометчиво Микеланджело не подписал, кого он тут изобразил. Спандрел Лунетта Асея Сапатера. Кто эта спящая женщина, остается неизвестным. Спандрел Лунетта Иезекия Манасиамо. То же самое, какая-то семья без четких отличительных особенностей. Спандрел Лунетта Иосия Ихония Салатиэль. Как гласит сайт Ватикана, возможно, здесь изображена семья Иехонии. Это был такой иудейский царь. Он сам с женой и сыном Салатиэлем. 3 фигуры лежат на голой земле. Меня позабавило описание этой фрески на сайте Ватикана. Позы фигур и ночная атмосфера напоминают слова святого Павла о предках Христа, которые были странниками и паломниками, направляющимися в обетованную землю. Видимо, Ватикан имел в виду текст Евреям 11:13. Но дело в том, что в этом отрывке говорится о верных Богу людях, которые умерли, но так и не дошли до обетованной земли. Например, Авраам, который реально был странником, ушел из своей земли и жил в шатрах. Цари Иосия, Ихония и все остальные цари уже давно до них завоевали эту обетованную землю, и все цари правили уже в ней. С чего вдруг им приписали образ несчастных странников и паломников? Перемещаемся к противоположной линии спандрела. Спандрел Лунетта Салмона Ваоза Авида. Опять какая-то семья. В общем, все эти фрески – это изображение без четких признаков того, кто именно на них изображен. Поэтому просто посмотрим на них, но догадки строить не будем. Иначе можно вообще уйти в какие-то дебри. Я при подготовке материала к этому ролику прочитала столько информации, столько трактовок. Каждый видит скрытые символы и знаки и дает им свои трактовки. Я вообще не сторонник этого метода, я больше рационалист. Там, где есть явная смысловая отсылка, окей, мы ее примем и отсудим. Но высасывать из пальца не будем. Спандрел Люнетта Равам Авия. Спандрел Люнетта Озия Фамахас. Спандрел Люнетта Зарвавеля Веут Елиаким. Далее у нас еще одно новое слово. Пополняем словарный запас. Пендитивы. Это большие спандрелы по углам потолка. Они изображают 4 эпизода чудесного спасения народа Израиль. Так гласит официальная версия. Но мы, конечно, все сами проверим. Юдиф и Алафер. Надо сразу сказать, что этот сюжет, как Юдиф сносит голову Алаферну, он очень популярный в искусстве.
Если вы ходите по музеям, то, скорее всего, вы уже видели интерпретации на эту тему. У Караваджо, Донателло, например, есть, у Франциско Гои и даже неожиданно у Густава Климта. Как-то вот все вдохновлялись очень этим сюжетом. Это история о красивой вдове-иудейке из города Витилуя. Когда царь Навуходоносор отправляет армию под командованием Алаферна на запад, он приказывает уничтожить всех, кто отказывается ему поклоняться. Витилуя попадает в осаду. Юдив притворяется перебежчицей и проникает в лагерь Алаферна, где обманывает его, рассказывая ложные сведения о положении в городе. После пира, когда Алаферн напивается, Юдиф отрубает ему голову его же мечом и возвращается домой с трофеем. Наутро враги в панике, иудеи одерживают триумфальную победу. На сайте Ватикана пишется, что это библейская история. Но это не так. Эта история взята из апокрифов. Есть официальный канон священных книг, есть апокрифы. Это книги, которые очень бы хотели попасть в канон, но есть много проблем, и я не буду сейчас вдаваться в эти подробности, потому что это не тема моего канала. Но отметим, что историк Иосиф Флавий и Иероним, лучший знаток еврейского языка в ранней церкви, открыто называли апокрифы выдумкой. В книге Юдифи много ошибок, связанных с историей и географией. Например, говорится, что события происходят во времена Навуходоносора, который царствовал над ассирийцами в Ниневии. Но на самом деле Навуходоносор был царем Вавилона и никогда не правил Ниневией. Этот город был разрушен его отцом. Также описанный поход Алаферна по карте не имеет смысла. Исследователи считают, что история полностью выдумана из-за большого количества таких несоответствий. Но кто запретит Микеланджело вдохновляться легендой? Правильно, никто. Так что мы видим вот эту фреску, где Юдиф несет голову Алаферна, и некоторые предполагают, что это автопортрет самого Микеланджело. Если это так, то вот, пожалуйста, совсем не суеверный человек. Следующая фреска – это «Медный змей». Это история о том, как в очередной раз израильтяне роптали на Бога, и он их наказал, послав на них ядовитых змей. Когда люди начали умирать от укусов, Моисей попросил Бога за народ. Тогда Бог сказал ему сделать медную змею и повесить ее на шест. Если ужаленный человек посмотрит на эту змею, он останется жив. Как позже объяснил сам Христос, поднятая тогда в пустыне змея имела пророческий смысл и указывала на поднятого над землей во время казни Христа и несущего спасения поверившим в него людям. Наказание Амана. Это библейская история из книги «Исфирь». Она была еврейкой, которая жила в городе Сузы. Ее воспитывал двоюродный брат Мардохей, слуга персидского царя Ахашвероша. Когда царь решил найти себе новую жену, он выбрал красавицу и умницу Исфирь, хотя она скрыла свою национальность по просьбе брата Мардохея. Один из главных советников царя, Аман, захотел, чтобы ему кланялись, но Мардохей отказался, и Аман решил уничтожить всех евреев. Он убедил царя издать указ о том, чтобы в определенный день все евреи были убиты. Исфирь не знала об этом, пока Мардохей не сообщил ей. Она боялась, что если войдет к царю без приглашения, как требовали правила того времени, ее казнят, но все же решилась. Царь протянул ей скипетр в знак одобрения, и она пригласила своего мужа царя и Амана на 2 пира, которые сама устроила. Во время второго пира Исфирь раскрыла царю, что Аман хочет уничтожить ее народ. Царь разгневался и приказал казнить Амана. Справа мы видим покой царя, и он велит повысить в должности Мардохея. Он в красном сидит на ступеньках. Центральная сцена непосредственно казнь Амана. Библия нам четко описывает казнь, и это было повешение на столбе или дереве. У Микеланджело, в отличие от Библии, это распятие, что объясняется церковной традицией. Давид и Голиаф. Здесь знаменитая библейская сцена, как будущий царь Израиля, молодой пастушок Давид, услышал, как филистимский великан Голиаф оскорблял бога Давида. И Давид выступает с поддержкой своего бога против великана. Он метает из пращи камушек, камушек попадает в лоб великану, тот падает на землю, и потом Давид отрубает ему голову. Единственное расхождение – великан уже умер от камушка, не от отсечения головы. Сивиллы и пророки. Далее у нас на очереди сцены, обрамляющие центр. Сивиллы и пророки. Мне уже от одной этой комбинации становится тепло на сердце. Пророки – это всегда представители еврейского народа. Они предсказывали приход Христа для народа Израиль. А что здесь делают сивиллы? Кто это вообще такие?
Это оракулы, обладавшие даром предсказания будущего. Пришли они из древнегреческой и римской мифологии. Это были женщины, которые по преданию могли общаться с богами и пророчествовать. Как вы уже, наверное, догадались, в Библии о них нет ни слова. Как пишет Ватикан, хотя сивилы и принадлежат языческому миру, здесь они изображены из-за своих пророческих способностей, что расширяет представление о спасении. Оно касается не только избранного еврейского народа, но и всего человечества. У меня опять большие вопросы по поводу смешения христианства и язычества. Зачем помогать что-то расширять, если это и без сивил было предусмотрено Богом? Жертвенная смерть Христа может дать спасение всему человечеству и без сивил, что четко и ясно в Библии описано. В предыдущей части мы уже цитировали первые две заповеди. Если что, они запрещают поклонение другим богам и поклонение изображениям. Ну и в целом, если кто из вас читал Библию, то подтвердит мои слова, что весь Ветхий Завет мы видим, как часто израильский народ наказывался за то, что перенимал обычаи и верования соседних языческих народов. Примешивать языческие идеи к тому, что за образец установил Бог Израиля, считалось недопустимым. Эта же идея прослеживается и в Новом Завете. Там апостол Павел часто проповедовал этим самым грекам, язычникам, и он был в шоке от того, как они поклоняются своим божествам. Поэтому идея добавить в христианский храм языческие сивилы кажется мне чем-то дискредитирующим этот самый христианский храм. Пророк Захария. Через Захарию Бог побуждал вернувшихся из плена евреев завершить восстановление храма, несмотря на противодействие соседних народов и действовавший запрет, наложенный персидским правительством. Захария был призван, чтобы обратить внимание иудеев на планы Бога, которые он собирался исполнить в их время, а также на более грандиозные планы для далекого будущего. Захария описал 8 впечатляющих видений и написал пророчество о Мессии. Судя по всему, именно поэтому он и находится в числе изображенных людей на фресках. Пророк Исаия. Исаия служил Иуде и Иерусалиму в дни 4 иудейских царей – Озия, Фама, Ахаза и Иезекии. Он предсказал вавилонский плен, а потом в деталях предсказал завоевание Вавилона персами. И также он высказал много пророчеств о Мессии. Пророк Даниил. Это выдающийся пророк, служивший в вавилонском плену сначала, а потом при медо-персидском правлении. Он истолковывал сны Навуходоносора, вавилонского царя, и видел впечатляющие видения о будущем. Еще знаменитый сюжет с ним – это когда его бросили в ров с голодными львами, но ангел его защитил. Но несмотря на множество известных сюжетов с этим пророком, Микеланджело выбирает небанальный метод и изображает пророка с книгой, которую поддерживает на плечах какое-то мускулистое существо. Вот мне как-то сразу вспоминается кто-то из античной мифологии. Помните, кто-то там землю держал на плечах? Пророк Иона. Эта фреска находится прямо над главным алтарем. Считается, что это место выбрано не случайно. История Ионы, которого на 3 дня проглотила рыба, а потом выплюнула по приказу Бога, символизирует смерть и воскресение Христа. Видим большую рыбу на заднем плане, так что тут с идентификацией пророка нет проблем. Интересно только, почему Микеланджело решил изобразить его вот в такой позе в одних трусишках. Кстати, интересный момент. Он не только на этой фреске встречается, но на этой прям сильно заметно. Если вдруг вы будете вживую смотреть, то вы увидите это. Поза Ионы сильно контрастирует с формой свода, на котором он изображен. Иона откидывается как будто бы назад, а потолок как бы сгибается вперед к зрителю. Микеланджело умело использовал перспективу, показывая свой опыт скульптора. Он пишет так, как будто лепит из камня. Да, технически здесь, конечно, просто верх мастерства, ничего не скажешь. Пророк Иеремия. Пророк Иеремия начал свое служение в молодом возрасте. Он стал настолько известен своей храбростью и решимостью, что когда Иисус жил на земле, некоторые люди думали, что он – это воскресший Иеремия. На фреске он какой-то задумчивый, даже грустный. Скорее всего, это отсылка к книге «Плач» Иеремии, в которой пророк оплакивает разрушение Иерусалима вавилонянами. Пророк Иезекииль. Пророк Иезекииль служил среди пленных иудеев в Вавилоне.
Пока в Иерусалиме в это время был храм, и оставшимся там иудеям проповедовал пророк Иеремия, иудеи в Вавилоне тоже не были забыты. Иезекииль был для них пророком, наставником и учителем Божьего закона. Но книга Иезекииля нам говорит о том, что пророк проповедовал мятежному дому. Возможно, именно поэтому Микеланджело изобразил его тут таким эмоциональным, держащим свиток с вестью от Бога в руках. Кстати, мы уже тут неоднократно говорили про Вавилонский плен. И вот интересно, по какой причине они туда попали? Правильно, за то, что стали перенимать поклонение и обычаи языческих народов. Пророк Иаиль. Есть мнение, что лицо библейского пророка – это на самом деле портрет архитектора Браманты. Но вообще-то это маловероятно, потому что ребята находились не то чтобы даже в очень напряженных отношениях, они были конкурентами и вообще не переносили друг друга. Браманте активно пытался подорвать позиции Микеланджело. Именно он предложил папе поручить Микеланджело роспись потолка Сикстинской капеллы, надеясь на его неудачу в незнакомой технике фрески. Но, как видим, Микеланджело справился. Центральные сцены. И, наконец, мы переходим к десерту. Сейчас будем обсуждать центральные части потолка. Центральная часть потолка изображает 9 сцен из книги «Бытия». Это самая первая книга Библии. Начинаем с сотворения. Разделение света и тьмы. В сцене разделения света и тьмы Бог окружен 4 игнуди. Это обнаженные юноши. И 2 медальонами. Всего их на потолке 20. Все игнуди разные и выглядят свободнее, чем другие фигуры. Ну и если относительно сюжета все ясно и понятно, то вот много разговоров вызвала шея Бога. Хотя не только она, но с нее начнем. Посмотрите, как шея Бога на фреске отличается от шеи других фигур, которые нарисовал Микеланджело. Например, сравните ее с шеей Гнуди, изображенного в верхнем углу слева. Хотя позы шеи почти одинаковы, шея Гнуди не имеет тех необычных линий, которые есть у Бога. Микеланджело, возможно, специально расположил эти шеи рядом, чтобы подчеркнуть скрытую анатомическую деталь. Какую? Как говорят доктора, у Бога изображен явно выраженный зоб. Конечно, те, кто не связан с медициной, оспаривают эту точку зрения. Ну, понятно почему. Как мог религиозный Микеланджело так надругаться над Богом, изобразив его с заболеванием, то есть сделав создателя, по сути, несовершенным? К аргументам в пользу зоба авторы статьи приводят факты, что художник был знаком с внешним видом зоба, так как вырос в Тоскане, где это заболевание было распространено. Кроме того, есть веские основания полагать, что Микеланджело видел зоб не только снаружи, но и с анатомической точки зрения. Я перечитала много англоязычных статей, написанных докторами с PhD на PubMed, и многие из них объясняют, что Микеланджело начал вскрывать тела с 17 лет и изучал анатомию всю свою жизнь. Современники прямым текстом говорили, что у него была собственная анатомическая комната в церкви Санта-Спирита во Флоренции, где ректор разрешал ему заниматься с трупами для изучения анатомии. Все это помогло ему получить глубокие знания о строении головного и спинного мозга. И вот другая группа докторов приводит доказательства того, что художник еще скрыл вентральный вид ствола мозга в фигуре Бога. Ребята, если есть кто-то с медицинским образованием, отпишитесь в комментариях, как вам эта информация. Если все это правда, то, возможно, Микеланджело хотел добавить более глубокий смысл этой панели и хотел задокументировать свои анатомические познания, скрыв сложное изображение мозга в образе Бога. Но художник проассоциировал с органами и другие сюжеты фресок, о которых мы будем говорить дальше. Сотворение Солнца, Луны и растений. С левой стороны Бог изображен сзади, он протягивает руку к кусту, что, собственно, говорит нам о сотворении растительного мира. Вся фреска в движении, мы прям чувствуем эту динамику, а также чувствуем трехмерное пространство. Из-за того, что фреска написана с разных углов. Это создает эффект объемности. Интересно, что ангелы вокруг Бога показывают разные эмоции. Один закрывает глаза от света, другой отворачивается от Луны. Если здесь никто не видит мозг или зоб или что-нибудь еще более интересное, то идем дальше. Отделение суши от воды. Непонятно, почему эта фреска идет не в порядке хронологии. Она должна быть перед созданием растительности. Здесь некоторые медики опять видят скрытые анатомические символы. Угадайте, что на этот раз? 3 секунды на размышление. Почка.
Ребята, я повторюсь и скажу, что как бы мы ни хотели, мы никогда не узнаем, правда Микеланджело изображал органы или нет. Мы просто рассматриваем теории от авторитетных экспертов. Сотворение Адама. Начнем с культовой сцены «Бог и Адам». Эта фреска – настоящая звезда Сикстинской капеллы. Интересно, что в Библии нет подробного описания этого момента. И интересно, что в Библии запрещается делать изображение Бога, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. Ну, с этим моментом уже смирились, как говорится, потому что большинство фресок Сикстинской капеллы изображают Бога. На этой фреске показан тот самый момент, когда Бог передает жизнь Адаму. Хотя это спорный момент, об этом еще поговорим. Сюжет про создание человека был очень популярным в эпоху Возрождения. А сам образ Адама Микеланджело, говорят, подсмотрел в барельефе Якопо делла Кверча. И еще есть версия, что Микеланджело вдохновился камеей с обнаженным императором Августом, сидящим боком на козероге. Эта камея сейчас в одном из замков Англии, а раньше принадлежала кардиналу Доминико Гримани, другу Микеланджело. Еще одним источником вдохновения, возможно, был бронзовый барельеф Лоренцо Гиберти на дверях флорентийского баптистерия. На фреске Бог, окруженный 12 фигурами, протягивает руку к Адаму, передавая искру жизни, как говорят некоторые исследователи. Под левой рукой Бога можно заметить фигуру с женским лицом. Каких только нет версий, кто это. Начиная от Евы, которая ожидает своего появления на земле, или Лилит, по некоторым версиям, это была жена Адама до Евы, до Девы Марии, еще каких-то языческих богинь. В общем, честно, я даже не хочу углубляться в многочисленные версии. Кому что в голову пришло, тот то и озвучил. Так можно каждый миллиметр фрески объяснить символикой. И это никак нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Я против выискивания символов на каждом шагу. Я уже делилась с вами своей позицией. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какое у вас мнение. Но вот почему-то исследователи все отталкиваются от женственного лица, но не смотрят на грудь, которая четко видна. И это скорее грудь юноши, чем девушки. Хотя у Микеланджело ни грудь, ни лицо четко гендер не идентифицируют, как правило. Так что не будем и пытаться. Обратите внимание на одежду Бога. Это необычное изображение для того времени. Потому что Бог обычно изображался в славе, как царь, и в соответствующих одеждах. Здесь Микеланджело его раздевает. Это сразу передает нам чувство интимности и близости. Микеланджело приближает Бога к людям. В частности, мы видим этот близкий контакт с Адамом рука к руке. Но если художественно мы это оценили, то вот с религиозной точки зрения это запредельно смело и даже дерзко. Я бы сказала, тут прослеживается высокое мнение человека о себе, и Микеланджело в частности, потому что он наделяет Бога полностью человеческими чертами. И с этой точки зрения эти изображения нам кажутся, конечно, эстетичными и привлекательными, даже красивыми. Но можно ли понизить Бога до уровня человека, даже если этот человек восхитительно красив? Тут, конечно, все приводят текст из Бытия, что Бог создал человека по своему образу. Но тот, кто читал Библию целиком, не даст мне соврать, что там последовательно и ясно прослеживается мысль о том, что речь не идет о физическом внешнем виде Бога, потому что он, как создатель физического мира, не может быть его частью. Фраза «по образу Бога» несет в себе смысл о том, что человеку присущи такие же качества и чувства, как у Бога, а также свобода выбора. Это уже следует хотя бы из Бытия 1.27. Он сотворил по своему подобию и мужчину, и женщину. А выглядит мужчина, очевидно, не так же, как женщина. Так почему тогда Бога изображают в виде мужчины? Но очевидно, что если Бог – это не личность физического мира, то и тела физического у него нет. Поэтому, перенося Бога в физический мир и наделяя его человеческими чертами, Микеланджело, хотел он того или нет, по сути, неоднократно пренебрег второй заповедью. Но на этом интересности, которые можно увидеть на этой фреске, не заканчиваются. Мы возвращаемся к анатомии. Наверняка многие из вас уже слышали версию о том, что композиция справа размещена на форме, напоминающей человеческий мозг. Эту теорию опубликовал в журнале Американской медицинской ассоциации
врач-гинеколог Фрэнклин Мешбергер. Если вы хотите, можете найти эту статью на просторах интернета, только на английском языке. Он приводит детали, по какому персонажу, какие системы мозга проходят и так далее. Я не хочу углубляться сильно в эти анатомические для меня дебри, но в его статье меня заинтересовала пара моментов. Например, обратите внимание на пальцы на ногах Бога. Их 5, как должно быть. А ноги двух рядом парящих созданий раздвоены. Автор говорит, что это вовсе не ноги, а стебель и железа гипофиза, а также зрительный нерв. Второй момент, который мне показался весьма логичным, что Бог в этой сцене не жизнь дает Адаму, а интеллект. Это очень интересная версия. Посмотрите на Адама, он ведь уже жив. Да, он пока что вялый, пассивный, но он уже с открытыми глазами, он протягивает свою руку. Но очевидно, что это не безжизненное тело. А вот если предположить, что версия Мешбергера с мозга верна, и Микеланджело хотел изобразить именно передачу божественного дара интеллекта человеку, и что для него искусство было выражением разума, а не только техники, тогда получается действительно очень красивая и логичная версия. Согласны? Сотворение Евы. Для меня лично это самая непривлекательная фреска как с точки зрения эстетики, так и сюжета. Ева появляется как будто бы из скалы, а не из ребра Адама. И меня смущает дерево, обрубленное в Эдемском саду, где все было зелено и красиво. Мне непонятна поза Бога, какая-то вопросительная, он в недоумении, что ли, от того, что получилось. Или она сразу что-то у него как будто бы просит со сложенными руками, а он вопросительно недоумевает. В общем, все вдохновение Микеланджело ушло на создание Адама. Грех падения и изгнание из рая. Начнем с названия «первородный грех». Несмотря на то, что это словосочетание уже прочно утвердилось в русском языке, в Библии его нет. Нет такой формулировки. На самом деле первый грех, о котором говорится в Библии, совершила не Ева, а сатана, когда коварно обманул ее под видом змеи. Что мне бросилось сразу в глаза на этой фреске, слева еще рай, посередине дерево познания добра и зла, и оно делит композицию на 2 части. И справа сюжет изгнания из рая. Не кажется ли вам, что пейзаж справа более привлекателен и не так мрачен, как все еще райский пейзаж слева? Далее. Запретный плод Адам с дерева не срывал. Ева сорвала с дерева и через какой-то промежуток времени, не сразу, она дала плод Адаму. Здесь почему-то Адам лезет на это дерево за плодом. Интересно, что сам плод Микеланджело не изобразил. И действительно, в Библии не говорится, что это было. Но по внешнему виду дерево Микеланджело похоже на инжир. И это удивительно, что он решил нарушить эту беспочвенную традицию изображать яблоко, а изобразил инжир. В отличие, например, от Рубенса, Тициана или Кранха-старшего. Еще обратите внимание, змея здесь в виде женщины. Это интерпретация, которая не согласуется с каноническим текстом. Микеланджело добавляет символизм и в очередной раз нарушает запрет на искажение Писания. Далее справа видим изгнание из Эдема. Меня улыбнуло, что ангел то ли палкой их бьет, то ли погоняет, чтобы скорее выметались. Кстати, перед тем, как изгнать Адама с Евой из сада, Бог дал им длинные кожаные одежды, так что они уже не голые выходили из Эдема. Жертвоприношение Ноя. Сразу надо отметить, что жертвоприношение было после потопа. У Микеланджело этот сюжет не идет в хронологическом порядке. Кроме того, жертву они принесли на свежем воздухе, на улице, то есть, когда вышли из ковчега. Здесь на фреске действие разворачивается в помещении. И, собственно, ни почек, ни мозгов, только бык с двойной головой, поэтому движемся дальше. Потоп. На переднем плане холм, к которому направляется большое множество людей, некоторые из которых тащат свои личные вещи. Такой интересный момент, что даже перед лицом смерти некоторые пытаются спасти вещи. С другой стороны, люди толпятся на небольшом острове, протягивая руки, чтобы помочь тем, кого еще можно спасти. То есть Микеланджело отмечает какую-то доброту в людях, которым Бог вынес смертный приговор. Он больше сосредоточивается на отчаянии выживших. Мы видим такое смещение фокуса на этих людей, хотя в Библии говорится, что все их мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Достойны ли они сочувствия? На заднем плане изображен, собственно, ковчег.
Интересно, что в Библии приводятся конкретные размеры ковчега. И тут Микеланджело решает не придерживаться этих пропорций и изображает какую-то маленькую коробочку плывущую. Ковчег был прямоугольной формы, размером приблизительно с футбольное поле. То есть он должен быть намного длиннее. И еще из интересного и неожиданного. Журнал New Scientist написал у себя на сайте заметку к этой фреске, что женщину слева Микеланджело изобразил с раком груди. На правой груди у нее тянутый сосок и ореол, окруженные уплотнениями. А небольшой выпуклый участок возле подмышки может указывать на увеличенные лимфоузлы. Это все внешние симптомы этого заболевания. В те времена точно неизлечимого. Вот такой символ неминуемой смерти. Опьянение Ноя. Это последняя фреска центральных сюжетов потолка. О чем, собственно, повествует Библия. Ной стал земледельцем и посадил виноградник. Он выпил вина, опьянел и обнажился в своем шатре. Понятно, что это не означает, что Ной был закоренелым пьяницей. Как многие переводят название этой фрески «Пьянство Ноя». Это не пьянство, это опьянение, так корректнее будет. Пока Ной спал в своем шатре, Хам, сын Ноя, а также, возможно, его сын Ханаан, то есть внук Ноя, стали причастными к происшествию, в котором проявилось их вопиющее неуважение к Ною. Мы читаем: «Наконец Ной, протрезвев, проснулся и узнал, что сделал с ним его младший сын». Многие полагают, что под младшим сыном Ноя здесь подразумевается Хам. Но в Библии слово «сын» может относиться и к внуку, которым в этом случае был Ханаан. Как бы там ни было, отец Ханаана, Хам, пошел к двум своим братьям и рассказал им обо всем, вместо того, чтобы прикрыть Ноя, как потом сделали братья. Узнав о происшедшем, Ной проклял именно своего внука Ханаана, что говорит о том, что, скорее всего, именно он совершил какой-то неуважительный или, возможно, как считают некоторые библеисты, даже извращенный поступок, за что был проклят. На фреске Микеланджело изобразил всех голыми, непонятно почему. А тут в библейском повествовании идет как раз такое противопоставление наготе Ноя и тому, что его два сына его прикрыли. А мы видим, что все пришли голые. Тогда зачем вообще кого-то прикрывать? В общем, эта идея не ясна. Итак, ребят, мы с вами прошли больше, чем половину пути уже. Мы проанализировали все стены и потолок. Если вам понравилось такое необычное путешествие по фрескам Сикстинской капеллы, по-свежему поставьте сразу лайк. В следующем видео я приглашаю вас присоединиться ко мне в разборе еще одного культового сюжета, заключительного на этот раз. Он изображен на фреске «Страшный суд». И также подведем итоги всего, о чем мы тут с вами говорили. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Пока-пока.